Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Визит проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности. Кортежи секретной службы, перекрытые автомагистрали, вертолеты в воздухе. Уже сам формат и уровень охраны подчеркивают напряженность момента и значение переговоров на фоне стремительно обостряющейся ситуации вокруг Ирана. По итогам первой части переговоров Дональд Трамп заявил, что только что завершил встречу с премьер-министром Израиля и его представителями, назвав ее очень хорошей и подчеркнув, что прекрасные отношения между двумя странами продолжаются. Он отметил, что никаких окончательных решений принято не было, за исключением его настойчивого требования продолжить переговоры с Ираном, чтобы выяснить, возможно ли заключить сделку. По словам Трампа, если договоренность удастся достичь, это будет предпочтительным вариантом. В противном случае, как он выразился, придется посмотреть, каким будет результат. Президент США напомнил, что в прошлый раз Иран отказался от соглашения и столкнулся с операцией «Полуночный молот», что, по его словам, не сработало для них. Закрытая встреча между Трампом и Нетаньяху продолжалась более 2 часов. К переговорам присоединились госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хексет, спецпосланник США Стив Уитков и Джаред Кушнер. По информации CNN, премьер-министр Израиля представил американской стороне новую разведывательную информацию, касающуюся военного потенциала Ирана. Согласно этим данным, Тегеран может получить от 1800 до 2000 баллистических ракет в течение нескольких недель или месяцев, что кардинально меняет стратегические расчеты в регионе. В интервью изданию Axios Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второй авианосной ударной группы на Ближний Восток для подготовки к военным действиям в случае провала переговоров с Ираном. Параллельно американские войска на авиабазе Аль-Удейд в Катаре переместили ракетные системы на мобильные пусковые установки на грузовиках на фоне усиления напряженности. В телефонном интервью Channel 12 News Трамп подчеркнул, что если сделка с Ираном не будет достигнута, он готов действовать военными средствами, как это было во время 12-дневной войны в июне прошлого года. Президент США заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия и ракет, подчеркнув при этом, что заинтересован в соглашении с Тегераном. По его словам, масштабное наращивание американских сил в Персидском заливе дает ему рычаги влияния и позволяет быстро задействовать военный потенциал в случае провала переговоров. Иранцы действительно хотят достичь соглашения. Либо мы заключим сделку, либо придется сделать что-то очень тяжелое, как в прошлый раз, заявил он. Трамп также отметил, что рассматривает возможность отправки еще одного авианосца вместе с ударной группой, в которую входят несколько эсминцев, добавив, что «у нас там есть армада, и, возможно, еще одна в пути». На этом фоне появляются сообщения о том, что Иран рассматривает возможность закупки китайских истребителей 5-го поколения J-20 вместо российских Су-57Э. Во время недавней встречи в Тегеране военный атташе посольства КНР подарил модель J-20 командующему ВВС Ирана, что многие аналитики расценивают как символический сигнал о возможном углублении военно-технического сотрудничества между Тегераном и Пекином. Соединенные Штаты разместили полноценный позиционный район системы высотного перехвата ТАД на авиабазе Мувафак-Салти в Иордании в ожидании потенциального ракетного удара со стороны Ирана по Израилю в ответ на возможную атаку по своей территории. Пентагон приказал второй авианосной ударной группе подготовиться к переброске на Ближний Восток. Авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS George H.W. Bush готовится к развертыванию в рамках беспрецедентного наращивания сил на иранском направлении. В Тегеране уже заявили, что развертывание второго американского авианосца будет расценено как шаг к войне,
который подорвет текущие переговоры. Член Совета по целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявил, что предпочтительнее выбрать путь переговоров, однако если война все же начнется, никакого перемирия уже не будет. Одновременно американские самолеты KC-135 и Б-2 были зафиксированы над штатом Миссури во время тренировок по дозаправке в воздухе. Официально речь идет о плановых учениях, однако на фоне текущей международной обстановки подобные маневры рассматриваются как возможный элемент подготовки к потенциальным ударам по Ирану. Спутниковые снимки от 10 февраля показывают, что подземные туннели ядерного комплекса в Исфахане практически полностью закрыты, и работы, вероятно, продолжаются. Предполагается, что это сделано для защиты существующих запасов высокообогащенного урана, находящихся на глубине около 100 метров, от возможного уничтожения авиаударом или попытки наземного проникновения. На фоне стремительно развивающейся конфигурации вокруг Ирана особое значение приобретает позиция стран региона, включая Южный Кавказ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует визит в Тегеран, в ходе которого ожидается подписание всеобъемлющего документа о стратегическом сотрудничестве. Об этом заявил посол Ирана в Армении Халил Ширгалами на приеме по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции. По его словам, стороны намерены институционализировать партнерство и существенно расширить сотрудничество на основе операционной дорожной карты. Он подчеркнул, что отношения двух стран имеют тысячелетнюю историю, достигли стадии зрелости, а взаимное доверие лидеров является их главным капиталом. Посол отметил важность разблокирования региональных коммуникаций и развития транзитного потенциала, подчеркнув, что мир и добрососедство являются ключевыми условиями стабильности на Южном Кавказе. В свою очередь, президент Армении Вагн Хачатурян принял посла Ирана Халила Ширгалами, поздравил народ Ирана с 47-й годовщиной победы Исламской революции и попросил передать наилучшие пожелания президенту Масуду Пизишкиану. Он подчеркнул важность последовательного развития дружественных отношений с Ираном для Армении и отметил, что Ереван высоко ценит четкую позицию руководства Ирана относительно территориальной целостности Армении и нерушимости ее границ. В ходе встречи обсуждалась повестка многоотраслевого армяно-иранского сотрудничества и региональная ситуация. Посол Ирана вновь выразил надежду, что документ о стратегическом сотрудничестве будет подписан в ходе визита Никола Пашиняна в 2026 году, отметив, что отношения двух стран вступили в этап зрелости, а Тегеран приветствует мирный процесс на Южном Кавказе и придает важность развитию и разблокированию коммуникаций в рамках использования транспортных и транзитных возможностей всех стран региона. Таким образом, параллельно с переговорами в Вашингтоне и наращиванием военного присутствия США на Ближнем Востоке, формируется более широкая геополитическая картина, в которой Ближний Восток и Южный Кавказ оказываются взаимосвязанными элементами единой стратегической динамики. Решения, принимаемые в ближайшие недели, могут повлиять не только на исход американо-иранских переговоров, но и на баланс сил в регионе в целом. Пишите свое мнение в комментариях, поддержите видео лайком и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых важных и актуальных событий в мире и на Ближнем Востоке.